я вам покажу топ-5 локацій. Можна знайти золото опришків. Ці люди займалися здебільшого грабежем. Откуда ти прийшла, малишка? Всім вітання, мене звати Антон Тараненко і це випуск Visit Ukraine. Сьогодні ми в Буковелі і вже ж у нас є питання, як саме провести час, якщо ти не катаєш або якщо ти хочеш щось подивитися навколо Буковеля. Зараз я вам покажу топ-5 локацій, які варто відвідати, якщо ви тут відпочиваєте. Let's go! Це та сама стежка Довбуша, наша перша локація. Саме вона пов'язана з видатним опришком. Що таке опришки? Це одні з видів повстанських армій. Взагалі-то ці люди займалися здебільшого грабежем. У багатих брати, бідним віддавати. Були такі собі Робін Гуди, які забирали багатих та начебто передавали бідним. Але разом з тим ми дивимося на це як одну з найкращих екологічних стежок України. 2-3 кілометри ви йдете по такій неймовірній місцевості. Подивіться, Карпатський ліс. Вы знаете, что это именно те уже камни, в которых прятались опришки? Говорят, что за легендой здесь, в таких вот камнях, можно найти золото опришків. Мы пришли к Камори Довбуша, основні скелі. Это очень круто, друзья мои. Мы поднимаемся на самый верх, друзья. Самый верх скели Довбуша. О, класс! Это того стоит. Друзья, подписываемся на канал Visit Ukraine. Самая новая, самая последняя информация про туристические возможности Украины именно у нас. Подписывайтесь. Следующая локация, друзья, это водопад и, конечно же, сувенирный рынок. Тут даже есть вот такие вот птички местные. Если вы едете в Буковель на автомобиле, то вы точно проезжаете эту локацию. Очень много вина, разных настоек, наливок, ликеров. Вообще все, что хотите. Здесь есть все. Обязательным атрибутом есть белые сушеные грибы, карпатский чай и мед с орехами. Это вот, не знаю, может быть это то, что когда-то у турков забрали, но у нас оно с нашим украинским медом и с нашими орешками. Он набрал кучу чаев, белых грибов, варенья, для детей всяких поделок. В общем, здесь круто. А погода какая, посмотрите, идет снег. Очень ярко. Это водопад Пробій украинскую. 12 метров, каскадный водопад, нереально чистая вода. Он находится прямо на туристической локации. Здесь вы можете выбрать сувениры, либо же перекусить настоящей гуцульской кухней. Третья локация – это Ведмежа гора. Здесь есть отель и здесь есть животные, дикие животные. Я вам сейчас их покажу. Организаторы этой всей истории берут на реабилитацию животных, которых там где-то в лесу, может быть, кто-то обидел, а может быть, они просто заболели. Привет, дружок! Босоногий маршрут, называется Ведмежа стежка. Вы можете идти полностью без обуви, очень круто, но работает это все летом. А там дикие кабаны. А самое интересное, что вот там вот дальше уже нет сетки, и это лес, то есть они живут в лесу, но прибегают сюда.
приезжаем, это настоящее гуцульское село. Мы наверху. Здесь нереально красиво. Четвертая локация, которую необходимо посетить обязательно, это полонина Перці. Здесь есть очень много разных интересных локаций. Это, кстати, самый большой деревянный герб Украины. Это та самая подкова на счастье. Нужно сесть, посидеть и, собственно, загадать желание. Первое, чтобы коронавируса не было в этом году. Второе, чтобы было очень много туристов во всей Украине. И третье, чтобы вы подписались на наш канал, нас стало больше, друзья. Visit Ukraine, visit Карпаты. Мы зашли в святую всех святых, кухню, там, где те самые гуцулы готовят еду. Все, рекламная пауза, мы идем есть. А что едят те самые гуцулы и почему стоит приехать в это место, смотрите прямо сейчас. Гуцулів дуже смачна кухня, вона, до речі, досить проста. Бограч. Так. Це не зовсім гуцульська страва, вона ближче з Закарпаття до нас прийшла. Дуже перчене, гостре, цікаве і, відповідно, смачно. Помните фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Вот если я как раз чувствую героем этого фильма, я иду по настоящему селу. Сейчас вам покажу очень крутую локацию, где готовили сыры гуцулы и как это все выглядело. Значит, вот такая вот история, входная группа. Здесь сразу же у вас идет огонь. Вот в таких чанах замешивали молоко, его здесь, я так понимаю, подготавливали. И, собственно, сыры. Доброго дня! Начинаем с первой позиции, это сыр коровий. Наступно. А мені це більше подобається. Овечі. Овечі вурда. Тепер ми вам витриманого коров'ячого класичного, з якого потім робиться бринза. Ага. Дуже смачно. Шоколадный перец. Сейчас я вам покажу место, где живет Святой Николай. А ви на досі виконуєте бажання для дітей? Так. Навіть якщо діти вже... Для дорослих. Бажаю добра всім. The last one. Мы приехали снова в Буковель, и здесь у нас последнее место Гуцулленд. Сейчас вам покажу, что это такое. Гуцулленд – это разные постройки времен гуцульщины. Вон, бачите, у заможных панів настоящая чай. О, можно, да? В общем, очень много разных домиков, разных локаций. Реально прикольно. Это Гуцулленд, поэтому, если вы имеете время, но не имеете возможности поехать куда-то далеко, то, пожалуйста, в Буковеле вот прямо есть рядышком такая локация. Друзья, это был наш топ-5 локаций вокруг Буковеля. Топ-5 туристических мест, в которые можно поехать, если вы отдыхаете в Буковеле. Для тех, кто не катается на лыжах или кто уже накатался. Подписывайтесь на канал Visit Ukraine. Меня зовут Антон Тараненко. И до встречи на следующей неделе. Воу! Смотрите, кого я увидел. Посмотрите, косуля. Вау! Откуда ты пришла, малышка?